Никаких дел с Милухой. Железное правило. Это от недоверия к советскому государству, которое не мать, но мачеха. Находясь в Советском Союзе, мы в течение многих лет не называли ту страну нашей. Она была для нас не матерью, а мачехой. Мы чувствовали себя внутренними иммигрантами. Когда нам кричали «Убирайтесь в свой Израиль!», они были правы. Они жили в своей стране, и нам нечего было возразить. Мне пришла в голову дурацкая и детская идея. Пойти попутешествовать пешком по России, как Горький, и посмотреть, близка ли мне эта страна, чувствую ли я ее моей родиной. Я действительно пошел. Сел на электричку, доехал до какой-то станции, пошел. Потом на попутках доехал до Липецка и дальше. Я пошел пешком по России, дошел до Махачкалы. И это продолжалось месяц, и я вернулся успокоенным. Натуральная жизнь этого народа была мне чужда. Это не родина. В 1968 году мне стало трудно дышать. Мне стало так трудно дышать, что я почувствовал себя совершенно чужим среди довольных и процветающих. И, пожалуй, среди протестующих и угнетенных тоже. Постепенно идея возвращения на историческую родину показалась мне специально для меня придуманной. Действительно, как еще радикальнее я мог бы выразить свое несогласие абсолютно со всеми? Я испытывал не раз ту же тоску. Это было чувство удушья, отсутствие воздуха, свободы дыхания. Все больше сведений об отъездах, и все упорнее об этом думаю. Сижу на работе, и все как-то противно и нудно. Если меня уволят отсюда, буду подавать заявление в АВИР, и под конец жизни хочется увидеть мир. Подчас, будучи дома, в уюте и спокойствии, думаешь, зачем разрушать все это? Ведь то, что ты делаешь, сразу же приведет, не может не привести, ко множеству неприятностей или чего-нибудь похуже. Но если не надеяться на это, жизнь для меня будет невозможна. Лучше сделать отчаянную попытку вырваться. Небезынтересный обмен репликами произошел в отделении. Скотина остановилась передо мной и спросила: «Вы родились в Израиле?» «В СССР», — ответил я. «Чего же вы говорите, что ваша родина Израиль?» «Потому что оттуда произошел мой народ». Вы слышали когда-нибудь об армянах, которые возвращаются в Армению из всех стран? Вдруг подал голос милицейский в штатском, сидевший тут же. Ихний интеллектуал. Правильно, правильно. Пусть убирается. Воздух чище будет. Мы отлично знаем, как вы относитесь к нам, сказал я. И тоже не хотим с вами жить. Есть единственное святое место на земле. Это Советский Союз, где человек свободен, где культура и образование достигли невиданных высот, где человек не знает, что такое безработица, где человек никогда не задумывается о своей старости, где социалистические законы гарантируют спокойную жизнь, где человек человеку друг, товарищ и брат. Нет ничего более святого, чем любовь к своему народу, к своей родине. Никогда не примирюсь с прозябанием на чужбине. Я эмоционально и духовно связан со своей еврейской родиной и ее героическим народом. Я не считаю себя гражданином Советского Союза, мне безразличны мораль, этика и идеология советского общества. Все мы в Советском Союзе живем единой братской семьей. Я еврей, не русский интеллигент, не советский гражданин еврейского происхождения, а еврей прежде всего. Я с моими израильскими, американскими, французскими единоплеменниками составляю один единый народ. Они с русскими, украинцами, грузинами, как бы не были велики мои симпатии и уважение к ним. Я с детства чувствую себя совершенно свободным от национального чувства, когда думаю о России и русской истории. Более 40 лет я работаю в Москве врачом. Каждый год, каждый месяц, каждый из этих 40 лет проходил, как и у всех советских людей, под знаком служения народу. Напрасно сионисты берутся сочувствовать мне и всем советским людям еврейской национальности. Я горжусь своей родиной. Моей судьбе можно только позавидовать. Наша родина – это не та земля, где мы родились по воле случая. Наша родина – это та земля, на которой родился наш народ. Только эту землю, носительницу еврейской истории и еврейской культуры, мы можем назвать своею. Родину и родителей себе не выбирай. По воле случая не мать, но мачеха. Вчера после полудня прохожие могли наблюдать у Смольного группку людей с плакатиками на груди. Плакатики взывали: «Отпустите нас домой! Требуем воссоединения с родными в Израиле!» и тому подобное. Это продемонстрировали так называемые отказники. Лица, кому в настоящее время отказано в выезде из Советского Союза. Мне снова бессердечно было отказано. Неужели нельзя спокойно, по-человечески выехать из СССР? Я в отчаянии и бессильно бьюсь много лет для осуществления своей извечной мечты – ступить на землю Израиля.
Почему же я должен страдать, испытывать муки, не имея права жить так, как мне повелевает мое человеческое естество? Послушайте голос разума, выпустите меня. Существует совесть в мире, и должен же кто-нибудь услышать нашу боль. Мы отдали этой стране все, что имели. Неужели же этой жертвы мало? Чувство моего национального достоинства не позволяет мне оставаться по чьей-то воле в роли прислуги в чужом доме. Родившись в религиозной семье, я не могу здесь соблюдать все традиции и праздники моего народа. Мы лишены возможности воспитывать наших детей в традициях еврейской культуры. Наши дети не знают национальных героев своего народа. Им негде прочитать о них. Я хочу жить, учиться и работать на своей национальной родине Израиль. Почему я должен страдать? Мы хотим жить полнокровной жизнью, думать на своем родном языке, учить своих детей на языке нашего государства. Мое решение вернуться на историческую родину еврейского народа остается окончательным и непреклонным. К тому же оно находится в полном соответствии с советскими законами. Мне снова бессердечно было отказано. Неужели нельзя спокойно по-человечески выехать из СССР? Еврейское население нашей страны решительно отвергает сионистские бредни, отвечает на них глубоким презрением. Нет, господа сионисты, не в том дело, будто кто-то кому-то запрещает или мешает выехать в Израиль. Все это ваши выдумки. Они едут к вам потому, что, во-первых, кому же охота двигаться вспять из страны передового общественного строя, социализма, в страну типично буржуазную, капиталистическую, с ее волчьими законами, порядками и нравами. Во-вторых, никакие вы нам не братья, как себя афишируете. Жизнь давно подтвердила полную непримиримость наших с вами классовых интересов, идейных позиций. В-третьих, вы отравили свою страну смрадом самого изуверского национализма, человеконенавистничества, действуя по образцу гитлеровских головорезов. В-четвертых, вы не прочь превратить доверившихся вам иммигрантов в нещадно эксплуатируемых людей второго сорта. Ну а мы предпочитаем быть свободными и счастливыми людьми самого что ни на есть первого сорта. Именно такими мы все, без исключения, советские люди, и чувствуем себя на родной земле под солнцем социализма. Не будем, однако, забывать о цепкости врага, о том, что он идет на любой шантаж, чтобы склонить своих якобы братьев к предательству, к измене подлинной родине. Мы послали сотни писем и телеграмм. Они исчезли, как слезы в песке пустыни. Мы ждем, ибо веруем. По-прежнему горек наш хлеб, солоны наши слезы. Будем ждать всю жизнь, но не отречемся от веры и надежды своей. Нет силы, которая остановила бы нас. Мы верим, что вернемся. В этом убеждает нас ленинское положение о праве наций на самоопределение, лежащее в основе национальной политики СССР. Те, кто получил персональный привет от Голды Меир, должны всегда помнить, что родину родители себе не выбирают. Мы желаем понять, на основании каких соображений в СССР не разрешают выезд евреев. Для нас очевидно, что деревья, выросшие на советской территории, принадлежат советскому государству. Но мы не дары русской природы. Нас родили и вырастили наши еврейские родители, а не русская земля. Родину и родителей себе не выбирают. Я считаю этот отказ досадным недоразумением. Ни я, ни моя жена, ни, по всей вероятности, мой 3-летний сын никакого отношения к режимной работе не имеем. По своему образованию, квалификации, склонностям я могу иметь такое же отношение к государственной безопасности, как моя дочь 4 лет к советско-китайским отношениям. Я считаю этот отказ досадным недоразумением. Родину и родителей себе не выбирают. Так что же, мы рабы или крепостные? Насколько мне известно, в Советском Союзе не рабовладельческий и не феодальный строй. Или вы, Леонид Ильич Брежнев, Алексей Николаевич Косыгин, Николай Викторович Подгорный, не согласны с этим моим утверждением? Родину и родителей себе не выбирают. Не выбирают. Прошу вас принять меня по этому вопросу. Работники АВИРа общались в грубой, издевательской форме. Отказались с формулировкой «Вас, евреев, слишком много, мы вас не выпустим, мы вас здесь доконаем». Вынужден повторно просить вас ответить по существу. Результатом пересмотра дела стало издевательское предложение выехать в Биробиджан. Убедительно прошу вас положить конец бесконечным придиркам и бюрократическим проволочкам.
Направляю копию письма к первому секретарю ЦК Компартии Беларуси, в ЦК КПСС, Министерство внутренних дел Беларуси, Генеральному прокурору СССР, председателю Совета министров, председателю Президиума Верховного Совета СССР, генсекретарю ЦК КПСС. Убедительно прошу вас проявить гуманизм и государственную мудрость и положить конец издевательствам, бездушию и произволу. Убедительно прошу вас помочь в удовлетворении моего ходатайства. Прошу вашего срочного вмешательства и содействия в удовлетворении моей законной просьбы. Призываем вас проявить добрую волю и гуманизм. Надеюсь, что в ваших силах положить конец и призвать к порядку. Насильственное удержание нашей семьи длится уже 10-й месяц и обретает все более определенные черты садизма и глумления над человеческим достоинством. Мы сегодня у вас ничего не просим. Ни республики, ни школ, ни университетов, ни газет, ни театров, ни министерских постов, ни помощи в устройстве на работу, ни защиты от пьяных и непьяных антисемитов. Мы просим только об одном – отпустите нас домой. Мы не только просим, мы требуем немедленного разрешения на выезд в государство Израиль. У советских людей, патриотов своего социалистического отечества, не может не вызывать недоумения позиция тех, кто решился добровольно оставить его. Жил в Минске врач-невропатолог, работал в поликлинике, имел хорошую квартиру. Его сын закончил институт, дочь училась в техникум. Казалось бы, чего человеку надо? Дети вот-вот станут образованными специалистами. Семья хорошо обеспечена. Живи себе и радуйся. Но оказывается, у него были убеждения, о которых не подозревали товарищи. Оказывается, у него было два лица. Одно на работе, другое дома, в просторной трехкомнатной квартире. Хочу обратить ваше внимание на то, что в данный момент я проживаю в квартире, полезная площадь 62 квадратных метра, с телефоном, со всеми удобствами, с центральным отоплением и природным газом, которую после получения разрешения на выезд я сдам в распоряжение Горсовета для последующей передачи трудящимся в Тбилиси. Не можем понять. Человек грамотный, жил как все, и дети не знали ни горя, ни нищеты. И вдруг пуститься в такую грязную дорогу. Наше государство дало ему высшее образование. Работал на хорошей работе, жил в нормальных условиях, имел все возможности. Отказ превращает нашу жизнь в невыносимую пытку, лишает нас возможности нормально жить и хорошо работать. Атмосфера безысходности и травли может довести до отчаяния. Сила и здоровье моей семьи окончательно подорваны. Каждый раз полученный отказ на нашу столь справедливую просьбу все больше ухудшает состояние нашего здоровья. На почве серьезных нервных потрясений, последовавших после отказа, здоровье моего сына сильно ухудшилось. Лечащие врачи полагают, что лишь перемена климата на сухой и теплый даст ему единственный шанс на выздоровление. И поэтому мы очень надеемся на вашу помощь. Не мешайте нам оставить пределы Советского Союза. Если будут исчерпаны все источники на пути к осуществлению моей заветной цели, я докажу всем здравомыслящим людям, что чувство национального патриотизма всегда выше собственной жизни. Если вы, как и раньше, перешлете мое письмо, не читая, обратно в АВИР города Риги для очередного стандартного отрицательного ответа, я больше не вижу для себя смысла жизни. Мое стремление выехать в Израиль дошло до степени фанатизма, и если мне придется отдать жизнь борьбе к осуществлению моей цели, я ни на минуту не колебнусь. Эта жалкая кучка отщепенцев позорит советских евреев. Поеду, поживу пару лет, будет плохо, возвращусь, как другие. Как просто человек судит о родине его взрастившей, воспитавшей, считавшей его все время своим. Как легко ей изменяет. Презрев все заботы советского государства, сложив с себя бремя ответственности за родину, предает ее, уезжая в Израиль. Леонид Ильич, вы не сможете избежать тяжелого бремени ответственности за то, что совершает советское государство. И ваши современники, и ваши внуки, и история возложат ответственность за все эти дела на вас лично. Все жестокости, творимые над нами злыми и тупыми исполнителями, все несправедливости в наш адрес будут связывать не с их именами, их и не вспомнят. Но все это войдет черными страницами в вашу биографию.
Если когда-нибудь будет судебный процесс против лиц, обвиняемых в разжигании национальной розни и антисемитизма, то вы займете на скамье подсудимых подобающее место. Возможно, что подобное предположение покажется вам сейчас нелепым и смешным, но вспомните, что могущественный в свое время Эйхман, посылавший на смерть сотни тысяч евреев, не мог предположить, что спустя 17 лет ему придется держать за это ответ. Пособнице сионизма пришлось держать ответ на комсомольском собрании. Выступавшие дали ей решительный бой. Взметнулись вверх десятки рук. Символ единодушного презрения к человеку, потерявшему честь, совесть и достоинство. Конечно, не от веры в бред о богоизбранном народе возгорелась она желанием посетить библейскую резиденцию царя Давида. Человек ищет где лучше. Вот ее кредо. Не о совести, не о достоинстве, не о долге речь идет, а лишь о том, где лучше. Сионисты пообещали золотые горы в Израиле, позвали ее туда и уже оказались забытыми. Родина и честь советского гражданина. Нами руководят не бытовые и не политические мотивы, а глубокие национальные, духовные побуждения. Стремление евреев в Израиль, выражение воли не только многострадального еврейского народа, это воля истории. И нет цены, которую она не заставит заплатить за ее торжество. Это зов многих поколений героического еврейского народа, который после многих веков рассеяния нашел в себе силы возродить свое еврейское государство. Мы гордимся своим народом и стремимся воссоединиться с ним. Королям отказа нет дела до еврейского народа. Они прекрасно понимают, что лучше жить на сионистских харчах здесь, пользоваться всеми правами гражданина СССР, чем превратиться в одного из рядовых израильтян. Объявив якобы голодовку, они вкусно едят, выпивают, играют в карты. Эти отщепенцы имеют более чем солидный доход от мышиной возни по сионистским сценариям и, выполняя задания своих западных покровителей, пытаются вести подрывную деятельность против советского государства. Уволившись с работы и уклоняясь от общественно полезного труда, встал на путь совершения особо опасного государственного преступления. Распространял клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, с целью разложения социалистического строя изнутри, подрыва и ослабления советской власти под видом приобщения евреев к национальной культуре, изготовлял, хранил и распространял антисоветскую литературу. Действуя в угоду реакционным кругам капиталистических стран и зарубежным сионистским центрам, свои клеветнические произведения передавал за границу для использования в подрывной деятельности против советского государства, компрометации общественного строя СССР, его политической системы, обмана и дезориентирования зарубежной общественности, создание у нее искаженного представления о социалистической демократии и советском законодательстве, направленном на предупреждение и пресечение преступлений. Путем устных бесед и распространения пропагандистских материалов разжигал и возбуждал националистические и эмиграционные настроения среди советских граждан еврейской национальности, склоняя их к выезду в Израиль. Стремился внедрить в сознание окружающих его лиц тезис об обособленности и исключительности евреев. Извращает политику советского государства в области национальных отношений. Возводит злостные измышления на социалистическую демократию, порочит административные и судебные органы. Мне 64 года. Я прожил интересную, плодотворную жизнь, особенно в последние 6 лет. Годы борьбы за выезд в Израиль, годы отстаивания чести и достоинства человеческой личности. Мы счастливы быть причастными к великому процессу возрождения нашего народа. Мы счастливы, что все эти годы наша жизнь полна смысла и содержания, ради которого не стыдно и не жалко пожертвовать всем. Так называемые отказники находятся в плену мещанской потребительской психологии. Надеются сколотить капиталец. Среди них много авантюристов, спекулянтов, махинаторов
и даже уголовник. Но как ни щедра рука подающих, японской радиоаппаратуры, часов и синтетических шуб на всех не хватает. Тем более, что и этот канал в последнее время иссякает, мельчает. Дело дошло до унизительных склок из-за куска импортной колбасы, поношенных вещей и жевательной резинки. Не мешайте нам оставить пределы Советского Союза. Атмосфера безысходности и травли. Безобразное равнодушие, вынуждены повторно просить вас, выпустите нас. Направляем копию письма. Убедительно просим вас положить конец издевательствам, бездушию и произволу. Наши стремления. Неужели нельзя? До каких пор бессердечный отказ в грубой издевательской форме? Мы гордимся своим героическим народом. Воля истории, зов поколений. Требуем удовлетворить нашу законную просьбу. Выпустите нас. Чувство национального достоинства, культурное наследие моего народа, язык моего народа, традиции моего народа. Воссоединиться со своим народом на нашей национальной земле. Чувство национального патриотизма. Мы страдаем, ждем, надеемся, мы желаем понять. Мы просим, убедительно просим, настоятельно просим, призываем к гуманизму, призываем услышать голос разума. Мы требуем, решительно требуем по праву, требуем немедленно, безотлагательно, безоговорочно разрешить. Очередная наглая провокация. Жалкая кучка отщепенцев на службе у международного сионизма. Очередная наглая провокация, жалкая кучка отщепенцев на службе международного сионизма не прекращают свои подстрекательские действия, стараются очернить, извратить и в целом скомпрометировать, льют потоки лжи и грязи, и клеветы. Бесцеремонностью, наш коллектив с возмущением узнал, мы возмущены бесцеремонностью, позорит честное имя советских евреев, которые не торгуют своей родиной. Гнев и презрение. Ничего не выйдет из вашей фальшивой и грязной идеи. Не лезьте в чужой огород. Достойная Отдумайтесь, пока не поздно. Присоединяем нет, свой не выйдет, возмущенный не голос. Этому наша мощная единодушно осуждаем, безоговорочно осуждаем, решительно осуждаем, заявляем гневный и решительный протест. Решительно требуем непреклонно, требуем положить конец, требуем пресечения, клеймим позором. Пусть уберут, пусть восторжествует. Прекратить, безоговорочно прекратить. Не лезьте в чужой огород. Одумайтесь, пока не поздно. Нет, господа, не выйдет, господа, не бывать этому. Наша мощная нет, за все ответит. Не уйдут от возмездия. Позор, позор, позор. Вечером получил открытку. Срочно позвонить в Авир. Что сие означает? Если бы не срочно, сомнения не было бы. Очередной отказ. Открытка из Авира была не зря. Кажется, приближается великий день. Они попросили у меня принести документы и фотографии. Судя по всему, это разрешение. Хотя они этого и не сказали. Начинается, очевидно, новая жизнь, но я этого еще не чувствую. Прощай. Прощай, немытая Россия. Немытая Россия. Прощай, немытая Россия. В Риме и Вене сидят сотни интеллигентов и пишут нам меланхолические письма о том, как они жалеют, что мы не вместе, и как им невыносимо жить среди всей той сволочи, которая в Риме и Вене собралась. Что это сволочь, я могу подтвердить, но что они, высоколобые, благородные, такие свободолюбивые, делают среди этой сволочи? И не без успеха, по части выманивая разных типов материальных благ от разных типов организаций, я понять не могу. Ясно вижу недвусмысленную победу советской власти, моральную и фактическую. Интеллигенты, говорившие, что борются за свободу, теперь борются за материальные преимущества. Мы все еще в состоянии ожидания. Ляля осталась без компании, потому что все девочки сходного возраста уже уехали. Много проводов. В Москве ощущаешь себя более одиноко, чем раньше. Многое исчезает и распадается. После вашего отъезда почувствовал, как отчужден центр Москвы. Хотя еще есть пара дружественных семей, но в общем теперь все наши места лишь воспоминания. По бульварам теперь проходишь, не задерживаясь. Глубоко уважаемый Леонид Ильич, я, престарелая пенсионерка, жена персонального пенсионера, обращаюсь к вам как мать.
В вашем лице я вижу не только руководителя государства, облеченного самым высоким доверием в нашей стране, но и отца, воспитавшего детей, способного посочувствовать мне в моей беде. Мой сын, четверть века, честно трудившийся на пользу нашей советской родины, в 1976 году с разрешения советских компетентных органов выехал со своей семьей в Израиль. Однако надежды на устройство там своей жизни не оправдались. После социалистического строя весь уклад тамошней жизни оказался для него совершенно чуждым и неприемлемым. Понимая, что он не может рассчитывать на возвращение в Советский Союз, он выехал из Израиля в Республику Германия и в настоящее время проживает с семьей там. Никакой политической или общественной деятельностью, направленной против Советского Союза, не занимается. В июне прошлого года я в установленном порядке обратилась в АВИР для временного посещения моего сына по гостевому приглашению. Последовал отказ. Мои обращения в Министерство внутренних дел и в Верховный Совет СССР также не дали результата. Мне 77 лет, жить мне осталось недолго, и вот судьба так горько сложилась, что я оказываюсь разлученной со своим единственным сыном, и это вопреки всем известному гуманизму нашего государства и тому, что я, всю жизнь трудившаяся на благо нашего общества, ничем себя перед ним не запятнала. Родилась, фамилию не меняла, еврейка, состою в браке, проживаю с мужем, беспартийная, не состояла, не состою, не привлекалась, не избиралась, не военно обязанная, получаю пенсию, имею медали за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Вместе со мной ходатайствует о выезде мой муж. Многоуважаемый Юрий Владимирович, мы, я и моя жена, два старика-пенсионера, обращаемся к вам по глубоко личному делу. Мы оба очень больные люди, перенесли инфаркты и другие тяжелые недуги. Благодаря гуманной заботе советского государства мы оба находимся под неусыпным врачебным наблюдением. Беда только в том, что живем мы совершенно одни. Единственный сын наш, в силу постигшего его заблуждения, решился еще в 1976 году на эмиграцию из СССР в Израиль. В Израиле он не прижился и переехал в ФРГ, где и проживает в настоящее время. За прошедшие годы мы с женой делали ряд попыток увидеться, быть может, в последний раз с единственным сыном, однако получали от компетентных органов стандартные отказы. Мы с женой всю нашу долгую жизнь старались быть настоящими советскими патриотами, строителями коммунизма в нашей стране. Я член КПСС с 1945 года, награжден орденом Трудового Красного Знамени, являюсь ветераном труда. Жена также отмечена правительственными наградами, имеет благодарности. Следует добавить, что и наш сын, пока проживал в СССР, добросовестно трудился и вел активную, общественно полезную деятельность. Обращаемся к вам как к первому лицу нашей страны, зарекомендовавшему себя дальнозорким и гуманным руководителем, с просьбой помочь нам, пожилым больным людям, свидеться в ФРГ с нашим единственным сыном. С большим уважением. Уважаемый Константин Устинович, мне 84 года. Жить осталось недолго. Хочу повидаться с сыном. Родилась, фамилию не меняла, еврейка, вдова. Проживаю одна, не привлекалась, не избиралась, не военно обязанная. Получаю пенсию, имею медали за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Вместе со мной не ходатайствует никто. Собираюсь выезжать одна.